Украина и Азербайджан, министры энергетики этих стран встречались, насколько я понимаю, в Баку и обсуждали возможности поставки азербайджанского газа на Украину и, соответственно, предложили украинские энергетики использовать для азербайджанского газа, для хранения азербайджанского газа украинские подземные хранилища ПХГ. На твой взгляд, насколько это возможно? Потому что мы эту тему с тобой обсуждали тогда, когда еще решался вопрос, остановят они транзит газа через территорию Украины, российского газа не остановят и так далее. И тогда вот как раз первый раз поднимался вопрос поставок азербайджанского газа, причем тогда это все еще шло как бы с привязкой к России. Алиев, я помню, тогда очень жестко сказал, что он не будет расширять газовый транзитный свой канал, потому что, и так еще кредиты не выплачены за него, и, соответственно, если Европа хочет получать азербайджанский газ, пусть думает о том, как увеличивать мощности. На твой взгляд, вот эти заявления, которые прозвучали на выходных, насколько они актуальны, и есть ли шанс каких-то поставок азербайджанского газа на Украину и его хранения там? На самом деле, общие соображения не изменились с той поры, как мы в прошлом году это действительно обсуждали. Вовсе не обязательно в российском газопроводе видеть российский газ, он может быть и сингапурским, и азербайджанским, и каким угодно еще. Что изменилось с той поры? Теперь у нас газоизмерительная станция уже отсутствует как класс. Можно ли это исправить в какие-то сроки? Будем посмотреть. То есть мотив все тот же. Азербайджан волен покупать газ возле Сургута и отправлять, куда ему больше нравится. Если соблюдены положения указа президента Российской Федерации от марта 2023 года о том, что за российский трубопроводный газ надо платить рублями. Я думаю, Азербайджан рубли точно найдет. Изменилось чисто технические вещи. Действительно, нет возможности поставлять через Суджу. Изменилось то, что можно пробовать через территорию нашей Луганской Народной Республики, через Сохрановку. Там технически все цело. Почему министр энергетики киевского режима полетел в Баку на эти переговоры, тоже понять можно. Подземные хранилища газа на территории Украины из отопительного сезона вышли практически сухими. То есть такого отбора очень давно не было. И сейчас выясняется, что надо как-то эти подземные хранилища заполнять. А поскольку транзит из России не идет, приходится физически закачивать газ из Европы. А это, как выяснилось, не так просто, не только с финансовой точки зрения, но и с технической. Нет такого объема, который позволяет быстро-быстро решить все проблемы с ПХГ. Время от времени мы слышим о каких-то контрактах, там с польской компанией Украина подписала договор, там свежая новость, 140 миллионов кубометров. Вообще непонятно, о чем разговор, потому что объемы нужны совершенно другие. Если, конечно, территорию, которую обслуживает Нафтогаз, не сократится, тогда, может быть, газ понадобится меньше. То есть, если ближе к отопительному сезону ситуация с обеспечением газом территории подконтрольной Киеву действительно станет критической, возможны любые варианты. Европа даст денег, Украина купит азербайджанский газ прямиком из Самотлора. Все может быть. Будем смотреть, во что это превратится, потому что на день сегодняшний цена газа внутри украинского рынка выше, чем в Европе. Причина очевидна, потому что если нельзя поставлять российский газ напрямую и говорить о том, что это российский газ, тогда приходится покупать газ словацкий, который идет кружным путем по турецкому потоку через Болгарию, Сербию, Венгрию и так далее. Вот за весь этот транзит надо тоже как-то рассчитываться. Тем более, что Роберт Фицо, известный симпатизант киевского режима, который хорошо помнит, что прекращение украинского транзита обошлось бюджету Словакии в $500 миллионов, которые зарабатывала на транзите. Потому что через Словакию газ шел не только в Чехию, но, добираясь до Баумгартена, расходился по всей Европе. И в Италию с Грецией, и на север, куда угодно, вот всего этого не стало.
разумеется, он готов предоставить льготные тарифы, но со знаком плюс, что он и делает. И сказать ему никто ничего не может, потому что вот столько газ стоит, столько стоят мои транзитные услуги. Так что посмотрим, чем все это завершится. Но мне кажется, что чем ближе будет отопительный сезон, сейчас жарко, сейчас ни о чем думать не хочется, но, по крайней мере, представитель киевского правительства не преминул слетать в Баку, потому что подозревает, что, видимо, из этой ситуации выкручиваться будет сложно. Потому что если в обычных случаях Украина на своей территории добывала порядка 20 миллиардов кубометров, то сейчас там что-то происходит. Основные регионы добычи — это Полтавская область, там что-то прилетает непонятное, что-то как-то не очень хорошо работается. Европейские компании газ в украинские подземные хранилища закачивать не хотят, то есть они, видимо, мучаются сомнениями в том, что закачать-то можно. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Как и что? Я уверен, что Россия здесь ни при чем, потому что мы же верим самым честным в мире украинским СМИ, которые сообщили, что у нас еще в мае 2022 года все ракеты кончились, так что туда прилетает, мы здесь ни при чем. Но у них какие-то поломки все время на ПХГ. Не все время, но частенько. Поэтому, наверное, европейцы не рискуют. Поставки из Польши, там не самый большой трубопровод, так скажем. У Польши такие возможности есть, но ей и самой надо готовиться к отопительному сезону. Многие говорят, что если поставки из Польши, то это все непременно американские СПГ. Но все-таки не стоит забывать, что Балтик Пайп построен, и газ может быть с таким же успехом норвежским. Варианты есть. Не только СПГ-терминал в Свиноуйске, не только варианты через Литву, но и просто получить обычный трубопроводный газ из Норвегии. Я не думаю, что там в любом случае какие-то льготные тарифы для Украины. Польша тоже умеет считать злотые. Так что я не думаю, что Украина будет, у киевского режима будет самый удачный предстоящий отопительный сезон, если они не будут предпринимать какие-то решительные меры. В частности, поиск газа в Баку. Насколько я помню, как раз-таки, почему я вспомнил заявление Алиева, он, в отличие от европейцев, не работает по своповым контрактам, он работает по долгосрочке. И, насколько я понимаю, долгосрочные контракты, там расписаны практически все объемы газа, которые Азербайджан добывает. Так называемый Южный коридор, он же ТАП-ТАНАП. Это фантастический, на самом деле, маршрут. Я других таких на планете не помню. Добывают газ на морском месторождении Шах-Денис, морской участок до континентального Азербайджана, через Кавказский хребет в Грузию, ныряем в Черное море, выныриваем в Турцию, проходим через всю территорию Турции до границы с Грецией, из Греции в Албанию, в Албании ныряем в еще одно море, теперь уже Средиземное, выходим в Италию. Изначально там смета договорная была около 45 миллиардов долларов, но по заявлениям State Oil Company of Azerbaijan Republic, СОКАР, удалось немножечко сократить эти расходы, но там все равно порядка 40 миллиардов долларов. То есть, чтобы окупить такие инвестиции, конечно, надо работать и работать. И, разумеется, когда руководство Азербайджана слышит предложение давать в увеличить поставки, хорошо. Что, еще раз столько вложить? Мы один раз это уже попробовали. Теперь, если нет ни долгосрочных контрактов, ни вашего совместного участия, то нам это точно не надо. Потому что все эти заявления, связанные с зелеными сделками, водородными программами и прочим безумием, от своего постулата о том, что к 50 году Евросоюзу вообще не потребуется ископаемое топливо, никто не скрывает. А такие трубопроводы так быстро окупить невозможно. Конечно, если на бирже TTF что-нибудь изменится и газ опять будет стоить $1000 за кубометр, то может быть, конечно, и можно по-быстрому, но это, опять же, явление такое разовое. Сколько продержится, как работать,
Так что, если говорить, вот, отбросив все политические соображения, ничего личного, только бизнес, да, для Азербайджана выгодно вот таким способом зарабатывать на поставках российского газа через Украину, Украине, кому угодно, почему бы и нет. Если договориться с «Газпромом» по тому, как можно делить прибыль, то чё ж нет-то. Трубопровод через Сохрановку цел, Суджу ремонтировать, не ремонтировать, это уже следующий вопрос. Где у нас там буферная зона будет заканчиваться к осени, кто ж его знает, а уж к зиме тем более. Посмотрим. Предлагаю тебе остаться в газовой же тематике, но только переместимся в Центральную Азию. Уже из последних новостей. Президенту Казахстана Токаеву доложили об увеличении объема транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан. Также глава Казахгаза Санжар Жаркешев рассказал президенту о ремонте на газопроводе Средняя Азия-Центр. На твой взгляд, мы с тобой говорили о том, что Узбекистану надо все больше и больше газа, да, собственно, добыча сокращается и сокращается. Но вот то, что сейчас... Спрос растет и растет. Да. Вот то, что сейчас идет капитальный ремонт газопровода Средняя Азия-Центр, на твой взгляд, насколько это может помочь увеличению транзита, и может ли это, как мы говорили, да, помочь еще и, скажем так, транзиту через Казахстан туда дальше до Китая? Давайте по порядку. Что касается магистрального газопровода Средняя Азия-Центр, кстати, обратите внимание, никто не переименовывает. Работает и работает. Это 4 нитки под мощностью транзитной по 20 миллиардов кубометров в год каждая. На самом деле запас тотальный. Поставки из Туркменистана в Россию были прекращены в 2016 году. Многие видят там какую-то политическую подоплеку. На самом деле Туркменгаз и Газпром не смогли согласовать цены. Поставки в Узбекистан идут по одной из ниток Северная Азия-Центр в реверсном направлении. Понятно, что в наше развеселое время, когда со всех сторон сыпятся рестрикции, когда все опасаются вторичных каких-нибудь санкций и прочее, объем информации, разумеется, снижается. Из тех официальных сообщений, поскольку они на сайте Министерства энергетики Узбекской Республики были, то, что есть план расширения распределительных мощностей для увеличение возможности поставок газа с севера. Тоже очень изящный оборот. Напомню, что эта инвестиционная программа весит $500 миллиарда, $500 миллионов долларов. Цель увеличить вот эти объемы поставок до 11 миллионов кубометров газа в год. Это такой же серьезный проект. И была информация о том, что Узбекистан приглашает к совместной работе по наращиванию распределительных сетей и казахстанских специалистов, и российских. Вот на этом официальная информация, собственно говоря, закончилась. Все остальное надо вылавливать где-то между строк. То, что объем увеличивается, да, известно, потому что напомню, что на момент подписания в 2023 году предусматривалось 3 года по 2,8 миллиарда кубометров. По факту, по итогам 2024 года получилось почти 6. Как-то очевидно, что спрос растет, что газ нужен, электроэнергия нужна, Узбекистану много чего нужно, а других вариантов особо не просматривается. Теперь, что касается варианта поставок по реверсу Средняя Азия-Центр через Казахстан и оттуда в Китай. Не получится, потому что газ из Казахстана в Китай идет по другой сети магистральных газопроводов, называется Центральная Азия, Китай, идет в основном туркменский газ. У нас разный химический состав. Газ в месторождениях Галкыныш до 14% азота, и он немножечко по-другому используется. Наш газ – это значительно большее количество метана. Вряд ли Китай согласится, что по одной трубе будет приходить разный газ, разные режимы горения и так далее, и так далее. Казахстан на минувшей неделе официально заявил о том, что поддерживает проект поставок российского газа транзитом через Казахстан в Китай. Это то, о чем нам рассказывал
вице-премьер Александр Новак. Есть вот такой маршрут, он обходится дешевле, чем «Сила Сибири-2» проектируемая. Он короче, требует меньших вложений и может быть быстрее реализован. Но поддерживать можно все, что угодно. Кто бы что бы про Китай не рассказывал, да, он огромный потребитель, он потребляет газ сейчас больше, чем Евросоюз. Но гласно или негласно, все прекрасно осведомлены о том, что установка Китая, что один поставщик энергетических ресурсов не должен занимать больше 25% объема. Поэтому говорить о том, что Китай вот прямо сейчас согласится, Китай смотрит на свои объемы спроса. Китай помнит, что ЦК Компартии Китая дал задание собственным газовым компаниям государственным искать газ, наращивать собственную добычу. То есть вот, можно что угодно рассказывать про Китай, но когда Китай будет видеть, что новые поставки вот в эти 25% вписываются, либо должно произойти какое-нибудь там невероятное событие где-нибудь в Желтом море, там какие-нибудь морские пути должны быть нарушены, и будет сложно с поставками СПГ. Ну, пока этого нет. Так что переговоры переговорами. То, что мы видим, газ нужен Узбекистану, газ Узбекистан из России получает. Переговоры с самим Казахстаном. Ну, тут Казахстану надо принимать решение. Российский газ чуть дороже, там другая система налогов, там другая система скидок для населения, для оптовых потребителей. Пойдет Казахстан на то, чтобы тариф повышать и безболезненно получать российский газ. Ну, мы сейчас можем только гадать. Все решения будет принимать Астана. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.